Приветствую! Поговорим о минах ПМН-2 с точки зрения разведывательных признаков и немного о установках, штатных установках этих мин, какие схемы используются в противопехотных минных полях. Итак, многие не обращают внимания на вторичные признаки минирования, потому что мы можем прийти на позицию, да, и пройдя мимо мусорки, понять, какие там работы велись, потому что часто и ящерки, и укупорки, особенно вот ПМН-2, это очень заметные укупорки, которые не несут с собой, а их выкидывают. Эти такие пенопластовые детали. И по ним можно понять, что в этом квадрате наши силы применяли минирование. Либо наоборот, мы зашли на территорию противника и в его расположении обнаружили, значит, мы можем предполагать, что какая-то позиция прикрыта противопехотными минами нажимного действия. Это вот такие вторичные признаки. Надо знать, как они выглядят. Но помимо того, знать, как они выглядят, вот сейчас посмотрим. Мины ПМН-2 поставляются в данных укупорках. В ящике лежит несколько таких кассет. В одной кассете 12 мин. 2 поддона по 6 мин. Вот. В ящике уложено несколько кассет. Они еще затянуты полиэтиленом, достаточно плотным. Ну, кто участвовал или был в зоне боевых действий, видели такой он прям типичный советский полиэтилен, который закатывают гранаты РПГ и прочее военное имущество. Очень плотный, хороший полиэтилен. Хорошо вторично используется, потому что он выдерживает много земли, в него можно набивать много земли, и в отличие от мусорных пакетов, которые, то есть, ну, пакеты из-под картошки белой, вот этот полиэтилен очень хорошо себя сохраняет. Ну вот, и вот имеет такой вот объем. Итак, вот так она состоит из 3 деталей, связанных такими веревочками. Чтобы осуществить снятие крышки, мы снимаем веревочки, и они, в принципе, легко. Это вот связанный узелочек, и под узелочек есть специальная дырочка. Инженеры подумали. Одна веревочка, вторая веревочка, крышка. И этот не такой пенопласт, который мы можем видеть в бытовой технике. Он прям, ну, он очень плотный. То есть он не прожимается даже пальцем. Крышка. И вот поднимаем первую кассету. Вот она вот таким вот образом сделана. У нее тут есть пресс-форма. Тут она упирается. То есть они достаточно плотно стоят. И производим. Достаем мину ПМН-2. Окончательно снаряженная мина. Достаточно выдернуть чеку. Неважно в какую сторону. Смысл ее не по часовой, не против часовой. Тут смысл именно сломать эту проволоку. Ну вот, продемонстрирую. То есть просто вот эта проволока, мы ее скалываем. И все. Скололи, проволока упала. И теперь, неважно под каким углом, мы осуществляем выдергивание штока. Вот, сядем на себя. Все. Внутри там вот через эту дырочку проходит контровочная металлическая проволока, и вот таким образом зацеплен ключ. Можем его обратно, но он уже обратно не станет. Там сейчас начал работу механизм дальнего возведения пневматического типа, и вот так вот он вытягивается за счет этого. Это мы забираем с собой. И, соответственно, вот эти вещи после установки противопехотных минных полей остаются они не в единичном, а в достаточно большом количестве. Вот это тоже может служить разведывательным признаком. Ну, давайте их достанем. Вот так вот они. Следующая. Также кассета, вот она идет вот сюда вот своими резинками вниз. И уложены окончательно снаряженные мины. Немножечко поговорим о типах установки минных полей, точнее их формы. Данной кассеты из 12 мин штатно при штатном минировании установки мины через каждый метр
трехрядное минное поле, нам этого хватает на 4 метра. 4 мины в ряд, 4 мины и 3 их ряда. Периодически они очень залипают. Достать их порой достаточно проблематично. Можно сжать на датчик цели. Он не приведет к срабатыванию, потому что механизм дальнего взведения удерживается. Так, уберем. Вот. Штатно через каждый метр дистанции устанавливаются мины и 3 ряда со смещением. И получаем мы по итогу штатно вот подобную конструкцию минного поля. Какие плюсы, какие минусы, да? Между минами по полметра, точнее тут метр. Между рядами по наставлениям указывается разное количество, вообще там до 10, 12, 15 метров. А на практике встречались ширина минного поля в среднем даже и полметра, встречал такие минные поля, в среднем в районе метра. То есть следующий ряд со сносом идет на метр. Вот. Но какой минус с точки зрения эффективности, допустим, вот данной раскладки минного поля? Это двойное перекрытие данной линии. Шаг человека, ширина полметра условно. Поэтому мы должны через каждые полметра ставить мину, чтобы иметь достаточно большой коэффициент. Чтобы если он смещается на полшага, то наступает вот сюда. Если смещается, то первый наступает на ближний ряд. Более эффективным я считаю раскладку противопехотного минного поля не через метр в ряду с минами, а через 1,5 метра. И получается такой вот, если в трехрядном минном поле, получается вот такой уступ. Между минами полметра, между ними в среднем метр идет. И по 50-50, тут также 50 сантиметров. И пошел уже тут раскладываться следующий ряд. Между минами 1,5 метра. Но плотность минирования 50 сантиметров. То есть через каждые 50 сантиметров идет мина. При штатном укладывании одной кассеты хватает перекрыть 4 метра минного поля погонных. А при вот данном укладывании уже 6 метров перекрыть. И сохранить, по сути, тот же высокий коэффициент. То есть установку мины через каждые полметра. Вот так вот. Но не забываем то, что мины могут раскладываться по-разному. Это лишь то, что написано в учебниках. Я не открываю никакой тайны. Все это просто сплошная математика. Просчитываем коэффициенты вероятного, то есть, наступания человека, и из этого формируем уже коэффициент, то есть поражение минного поля. Вот таким вот образом. Так что не забывайте про разведывательные признаки, которые могут валяться, лежать в кустах. Это вот также такие веревочки, такие куски пенопласта и вот такие вот интересные ключи. Если с ключами вы еще, может быть, знакомы, но не все бойцы, кто не занимался установкой данных мин, видели их у купорки. Так что вот так вот. Берегите себя.